Мы третий год в Кремниевой долине изучаем лучшие практики работы организаций, и меня часто просят рассказать об инструментах компаний Apple, Google, Facebook, рассказать вам о том, что именно мы узнаем в самых дорогих компаниях мира, что из того, что мы узнали, мы уже внедрили в свой бизнес, что внедрили другие участники обучения, что зашло, а что не зашло на наш российский менталитет. В этом видео вы узнаете, на мой взгляд, самое важное, и позже я расскажу почему. Узнаете то, ради чего я приехал в Америку, и не просто в Америку, а в самое дорогое место на планете, в Кремниевую долину. Такие компании, вот здесь в долине, они очень сильно инвестируют в культуру. Что такое культура? Это же не какие у вас футболки там, это не какие у вас офисы, не какая у вас бесплатная еда. Культура компании – это три вещи. Это кого вы нанимаете, кого вы промоутите и кого вы увольняете. Google нанимает очень умных людей, вот первых, которые хотят делать правильные, хорошие вещи. Достаточно много очень умных людей, для которых не очень важно делать правильные, хорошие вещи. Второе, как преуспеть в Гугле, за счет чего тебя повышает. Тебя повышает за счет того, что ты решаешь какие-то сверхзадачи, большие задачи, реально очень амбициозные. Большие амбиции, эффективные решения и по результатам личная скромность. То есть Google тоже очень сильно отталкивает людей, которые там типа сделали что-нибудь классное, заработали денег, а потом на Rolls-Royce ездят. Ну нет у нас таких людей, все ходят в кедах. Кого увольняют засранцев. Эти три простых принципа позволяют Google навсегда закрепить не только рост и развитие своих сотрудников, но и самой компании в целом. Это нормальная практика получать опыт других компаний. Так когда-то поступил Стив Джобс из Apple, когда пришел в компанию Xerox и позаимствовал некоторые их инструменты и внедрили в свой бизнес. Так появилась операционная система iOS и мышь на компьютере Mac. Как говорит Тони Робинсон, если хочешь добиться высоких результатов, моделируй тех, кто этого уже добился. Конечно, это далеко не единственное, что мы узнали, общаясь с сотрудниками Google. Всего того, что мы узнали, не уместить в одно небольшое видео. Для нас было важно не просто узнать, как работают самые дорогие компании мира, но и поделиться всем этим опытом со всей своей командой, внедрить все эти фишки в свой бизнес, чтобы вместе эффективнее работать. Именно поэтому мы упаковали все это в PDF-файл, чтобы легко и делиться этим с другими людьми. Обратите внимание на левый нижний угол и нажмите на зеленую стрелочку на экране. Чек-листы, инсайты, инструкции, внутренние документы, видео и многое другое мы собрали в одном месте на нашем сайте. И теперь любой желающий может скачать эти инструменты совершенно бесплатно. А вы можете скачать это, нажав на небольшую зеленую стрелочку в нижнем левом углу прямо сейчас. Я уверен, что если кто-то из вас вдруг внедрит хотя бы самую малую часть из того, что там есть, вы уже значительно укрепите и продвинете свой бизнес на новый уровень. А теперь давайте переместимся в Лас-Вегас и узнаем, как работает компания Zappos. Что, обувь, интернет-магазин, скажете вы? Да, эту компанию построил Тони Шей, автор бестселлера «Доставляя счастье». Amazon купил эту компанию за миллиарды долларов. И поверьте, там есть чему учиться. Поехали! Поехали! Главное место силы в Лас-Вегасе – это не отель Белладжио, это даже не Цезарь. То есть мое место силы – это вот организация Zappos и вот этот бассейн, который у них стоит в лобби. Когда я сюда прихожу, я начинаю чувствовать эту магию, начинаю видеть прям конкретные, яркие такие примеры того, как люди работают без иерархии. Мы сюда возвращаемся снова и снова для того, чтобы почувствовать это, узнать конкретные инструменты, как они достигают таких результатов, и привнести это потом в свою организацию. Один из самых масштабных примеров холократии, да, то есть именно такой организации без иерархии. Вот именно такой, который прям организован изначально вот просто по всем правилам, которые придумал Брайан Робертсон. И вот этому здесь можно научиться. Они формируют каждую из команды свою какую-то подцель и решают эту задачу, чтобы решить какую-то главную задачу. Соответственно, любой человек, у которого есть какая-то идея, которая принимает команду, может организовать свою команду, если она соответствует цели. То есть вот этот круг, да, там типа как отдел, организационная структура, она возникает по необходимости и потом расформировывается по необходимости. Как организм, когда, например, у него есть какая-то болезнь или еще там, он выделяет какие-то там вещества, да, там, которые убивают вирус, да, там, и потом перестает его выделять, когда вирус это все происходит на уровне самоорганизации. То есть не надо какому-то менеджеру принимать решение о том, что вот сейчас мы расширяем это направление, то есть все происходит органически. Есть какие-то задачи, которые нужно решать, под которые нужна задача. Команда решает сделать какую-то там подкоманду, грубо говоря, берут для этого ресурсы, бюджет, создается команда в этот же день, грубо говоря. Там есть определенные процедуры, про которые вы можете спросить, как именно это делается, да, то есть эта команда создается, решает какую-то задачу, и в случае, если на митинге мы на следующем определяем, что, например, эта задача решена, нам, в принципе, эта команда больше не нужна, команда расформировывается. Здесь нету компетентных людей тому, что нужно делать Zappos. Основная компетенция Zappos — это делать классный сервис для клиентов. Основная компетенция. То есть их самая большая задача сделать счастливыми команду, команда делать счастливых клиентов, клиенты делать счастливых эту организацию.
И у них такой главный принцип — это delivery happy, да, то есть доставлять счастье. И, соответственно, они сюда приехали, здесь люди дешевле, но компетенции нету, поэтому у них следующий этап — это очень крутой ввод в должность. То, что можно у них спросить, то, как они обучают людей. То есть изначально приходится без компетенции там работать с менеджером. Подготовка, собеседование. У них нету, короче, ну, такого бэкграунда, типа так себе. То есть они не смотрят вообще на вот этот бэкграунд. Они берут людей просто. И у них По человеческим характеристикам. да, буткемп у них здесь есть где-то на месяц по обучению. То есть они не работают, они чисто учатся как бы, ну, общаться с клиентами. При этом неважно, на какую должность ты пришел. Например, там, ты можешь прийти в должность, там, не знаю, маркетолога, не знаю, там, какого-нибудь, там, не знаю, гида, который нам тут про корпоративную культуру рассказывает. Или, может быть, HR, неважно. То есть ты всегда месяц тренируешься тому, чтобы учиться с клиентами разговаривать. Вот, потому что это основная компетенция, и здесь холократия внедрена. Это делается зачем? Когда здесь есть пиковые сезоны, например, когда там Рождество или там какой-нибудь Новый год или всякие другие праздники, там День Благодарения, и у них в это время пик продаж, и от этого нагрузка на отдел по работе с клиентами, она увеличивается, и они переводят с отдела там менеджеров, HR отдела и так далее, переводят людей в отдел по работе с клиентами, и таким образом они улучшают свою метрику. У них основная метрика — это скорость ответа клиенту на обращение. То есть вот вы там будете внизу, там будет такая доска, сколько была вчера метрика. То есть там как идет? Допустим, если сегодня скорость ответа, например, на email увеличилась там, на несколько секунд, мы вышли с показателем, или там скорость ответа по телефону вышла, если определенный показатель, или там ответ в чате, где-то в лайв-чате вышло. То есть они переводят прямо отделы и как бы, ну, делают так, чтобы больше людей занималось тем, что делали клиент-сервис. Это основная их компетенция, именно это их уникальная, так скажем, ну, как бы особенность, то, что их отличает от клиентов. Потому что, если вы здесь внимание обратите, вот то, что вы здесь по кругу видите, это вот все те бренды, вот эти вот, да, с которыми они работают. То есть клиент может, в принципе, пойти на сайт любого из этих брендов и купить там эту обувь. Но почему-то они приходят на сайт Запас и покупают это здесь. То есть они покупают на самом деле не обувь, они покупают, ну, хороших к себе отношений. Мы в Запас смотрим, офигеваем, как это все работает. Подводка идет сверху, чтобы ты мог постоянно перемещаться с любого места в другое, чтобы работать там, где тебе по кайфу. В новой команде, например. А знаете, что для меня действительно по кайфу? Все эти инструменты, которые мы получаем здесь и внедряем у себя, вытаскивают нас, предпринимателей, из текучки, позволяют сосредоточиться на самом важном, на стратегии, позволяет сделать вакуум для того, чтобы пришли какие-то идеи. Потому что, когда мы занимаемся текучкой, нам, в принципе, не может ничего нового прийти. Кстати, также поступают самые успешные предприниматели нашей страны. Олег Тиньков, Герман Греф, Тимати, да и многие другие копируют, моделируют результаты тех проектов, которые уже добились высоких результатов в Америке. Тот бизнес, которому в Штатах сотни лет, в России всего лишь десятки, а то и меньше. То, что нам кажется новым в России, уже давно применяется в Америке. И это касается не только технологий, но и всех направлений бизнеса. Шоу-бизнес, ресторанный бизнес, недвижимость, розничная торговля, образование, продажи онлайн и многое другое. Пора признать, что все это к нам приходит с большим опозданием. И поэтому нам есть чему учиться в Америке. Если вы чувствуете, что знаний, доступных в вашей стране, для вас уже недостаточно, если вы понимаете, что уперлись в потолок и вам пора переходить на принципиально новый уровень, у вас есть отличная возможность записаться прямо сейчас в нашу следующую группу на развивающий бизнес-тур с инсайдерской информацией из самых эффективных и дорогих компаний в мире и получить бонус, о котором вам расскажут наши менеджеры. 14 дней самых дорогих компаний мира для неизбежного роста и развития бизнес-мышления. Нью-Йорк, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Гранд-Каньон, Сан-Франциско и, конечно же, Кремниевая долина в окружении сильнейших предпринимателей. Поверьте, эта поездка изменит не только ваш бизнес, но и вас самих. У вас непременно появятся новые идеи, вы поймете, в каком направлении двигаться дальше. Сместите свой фокус на самые эффективные действия. Вы будете смотреть шире не только на свой бизнес, но и на всю вашу жизнь в целом. Вам больше не придется заниматься рутиной. Поэтому не тяни, переходи по ссылке прямо сейчас, скачивай подробную программу, смотри отзывы и достижения наших участников за полгода после поездки и оставляй заявку. Не откладывай то, что можно сделать прямо сейчас, и до встречи в Америке.